Итак, все, приготовьтесь, потому что сегодня мы действительно углубляемся, и я имею в виду очень глубоко в мир российских древесных гранул. Древесные Да, гранулы. древесные гранулы. Я знаю, что вы думаете, опилки. Действительно, что может быть в этом интересного? Но доверьтесь мне на этот раз. Сегодня мы пойдем далеко, за пределы просто древесных стружек. Хорошо. Мы раскроем, как Россия берет этот удивительно универсальный продукт, упаковывает его и продает на мировом рынке. Это действительно довольно интересно. Хорошо, вы привлекли мое внимание. Итак, какой у нас исходный материал для этого глубокого погружения? Что ж, у нас в руках кое-какая информация с сайта российской компании, которая действительно делает себе имя в индустрии древесных гранул. И позвольте мне сказать вам, их подход на самом деле весьма впечатляющий. Интересно. О каком впечатляющем материале мы говорим? В чем основной вывод? Ну, это действительно показывает, как глубокое погружение в такую, казалось бы, узкую тему, как древесные гранулы, может на самом деле раскрыть все эти глобальные силы, действующие в мире. Знаете, такие вещи, как стремление к устойчивым ресурсам, умные маркетинговые тактики, даже взгляд на международную конкуренцию в этой области. О, я понимаю, куда ты клонишь. Это как заглянуть за кулисы глобализации, но с, древесными гранулами в качестве нашего необычного проводника. Именно. И говоря о глобализации, на сайте этой компании прямо говорится о том, как они видят роль этих гранул в более широкой картине. Во-первых, они продвигают их как экологически чистый источник топлива. Даже говорят, что они столь же эффективны, как ваша обычная газовая плита. Хорошо, значит, они продвигают идею устойчивости, но что делает их более экологичным выбором? Я имею в виду, вы все равно что-то сжигаете, верно? Правильно. Но в отличие от ископаемого топлива, эти древесные гранулы сделаны из возобновляемых ресурсов — деревьев. И горят намного чище, что означает меньше тех опасных выбросов, о которых мы столько слышим. Понятно. Так что это лучше для окружающей среды как с точки зрения ресурсов, так и выбросов. Точно. И более того, зачастую весь процесс производства гранул использует древесные отходы, которые иначе могли бы просто сгнить на свалке. Так что это двойная выгода. Мы получаем более устойчивый источник топлива и находим применение чему-то, что иначе было бы отходами. Вот это замкнутый цикл. Верно. Это как самый грандиозный проект по переработке. Но подожди, будет еще интереснее. Ты готов к этому? Эти гранулы также используются как наполнитель для кошачьих туалетов. Наполнитель, да ладно тебе. Ты хочешь сказать, что люди используют древесные гранулы для своих кошек? Ну ты знаешь... Я знаю. Звучит странно. Якобы они супер впитывающие, что делает их идеальными для наших пушистых друзей. Ух, ты никогда бы не догадался, что это действительно очень умная маркетинговая тактика. Это называется сегментация рынка. Ракетная сегментация. Да, они могут взять точно тот же продукт, эти маленькие древесные гранулы, но просто изменив упаковку и подчеркнув разные преимущества, они могут привлечь совершенно разных клиентов. Это невероятно. Значит, они нацелены на экологически осознанных владельцев с акцентом на топливо и одновременно выходят на огромный рынок домашних животных с кошачьим наполнителем. Вот это два в одном. Точно. Это заставляет задуматься, сколько еще обычных продуктов имеют такие, как бы сказать, скрытые жизни. Правда? Их перепрофилируют и переупаковывают для разных рынков. Это потрясающе. Например, пищевая сода. У людей в холодильниках для поглощения запахов, у пекарей для выпечки, а у зубных паст для усиления очищающего эффекта. Правильно. Все сводится к тому, чтобы адаптировать ваше сообщение к конкретной аудитории. Кстати, вернемся к этим умным русским. Расскажи подробнее об этой компании, которая тебя заинтересовала. О да, компания, которую мы сегодня представляем, называется Notice. И они занимаются производством оборудования для упаковки этих гранул. И это не какая-то мелкая контора. Что заставляет тебя так думать? Они очень гордятся тем, что контролируют весь производственный цикл. Дизайн, производство — все это происходит у них на предприятии возле Новосибирска. Новосибирск. Погоди, разве это не в Сибири? Я признаюсь, когда думаю о высокотехнологичном производстве. Сибирь — это последнее, что приходит на ум. Знаю, верно. Но именно это делает все это таким интересным. Они даже сравнивают себя с большим немецким гигантом в индустрии. Вау, смелый шаг. Идти ноздря в ноздрю с таким признанным европейским игроком. Это амбициозно. Да, они не шутят. Но возникает вопрос, какая стратегическая мысль стоит за тем, чтобы открывать производство в Сибири, особенно когда этот европейский гигант буквально дышит тебе в спину? С точки зрения географии, это может быть стратегическим преимуществом. Их местоположение рядом с Академгородком, который некоторые называют Силиконовой долиной Сибири, дает им доступ к множеству талантливых инженеров и исследователей. А это те люди, которые нужны для производства сложной техники. Так что они используют инкубатор инноваций, расположенный прямо у них под боком. Довольно умно, по-моему, но, наверное, нахождение в Сибири связано и с рядом вызовов, так? О, конечно. Только подумай о поставке специалистов
специализированных компонентов. Наверняка им приходится иметь дело с очень длинными и сложными цепочками поставок, не говоря уже о расстоянии до их целевых рынков. Все эти факторы им нужно учитывать. Интересно, достаточно ли доступ к этому кадровому резерву и сибирская смекалка для преодоления логистических трудностей? Конечно. Ну, эй, это же бизнес, верно? Но давай перейдем к деталям их работы. Что это за машины, которые они строят? Хорошо. Представь себе, ты предприниматель по производству древесных гранул, бизнес идет в гору, ты буквально утопаешь в опилках, пытаясь удовлетворить спрос. Похоже, им нужен корабль побольше. Правильно. И вот тут на помощь приходит Notice с их гордостью. MDU Notice 820. Хорошо. А что это за MDU, как его Это там? их тяжеловес. Этот автомат для упаковки, их бестселлер не просто так, поверь мне. Ладно, я заинтригован. Чем эта машина так особенная? Она просто выпускает мешки с гранулами на огромной скорости. Это часть дела. Мы говорим о 20 мешков в минуту. Ты можешь в это 20 поверить? мешков в минуту. Окей, это впечатляет, но я догадываюсь, что дело не только в скорости. Верно? О, да, этот аппарат — настоящая зверюга. Он может работать со всеми возможными стилями и размерами мешков, которые вы можете встретить. Удобный мешок на 3 килограмма. Которые можно найти в зоомагазине для кошачьего наполнителя или большие мешки на 12 килограмм, которые используют для топлива. Так что они охватывают весь рынок с одной машиной. Умный ход. Такая универсальность наверняка привлечет более широкий круг клиентов. Правильно, но на этом они не У останавливаются. них также есть полуавтоматический вариант для небольших производителей, которые еще не готовы перейти на полное промышленное производство. О, умная стратегия. Будто они говорят, мы позаботимся о вас, независимо от того, на каком этапе производства гранул вы находитесь. Но ты упомянул ранее, что маркетинг хорошо воздействует на опасения этих производителей. Как это проявляется с такой машиной? Они не стесняются говорить о распространенных проблемах, с которыми сталкиваются эти предприятия. На их сайте говорится о разрыве мешков, попадании влаги и неточном взвешивании. Ах, так они... Заранее успокаивают эти страхи, прежде чем потенциальный клиент успеет о них задуматься. Будто они читают их мысли. Точно. Главное — это выстроить доверие и показать, что они понимают задачи. И знаешь, что они еще делают отлично? Они используют визуальные материалы. На их сайте есть все эти видео с их машинами в действии. Завораживает, как эти сумки мчатся по линии, идеально наполненные и запечатанные. Да, визуальные материалы могут быть очень убедительными, особенно в мире производства. Одно дело — читать об эффективности, и совсем другое — видеть ее в действии. Полностью согласен. И дело не только в самих машинах. Они также подчеркивают свою экспертизу в электронике, понимаешь, в мозгах всего этого автоматизма. Конечно. Они хотят, чтобы все знали, что они не просто что-то прикручивают. Они разрабатывают и создают технологии, которые делают эти машины такими эффективными. Точно. И помни, они находятся рядом с Силиконовой долиной Сибири. Они не боятся хвастаться своими технологиями. Это умный ход, особенно когда они конкурируют с тем немецким гигантом, о котором упоминали ранее. Им нужно доказать, что они могут соревноваться на технологическом уровне. Правильно. Поэтому они подчеркивают свои инновации, свою независимость. Но как они убедят потенциальных покупателей, особенно за пределами России, что они действительно крутые? У них на сайте есть карта. Это потрясающе. Она загорается всеми разными местами по России, где уже работают их машины. Это как светящееся одобрение, карта их успеха. Точно. Так они говорят, смотрите, у нас уже есть проверенная репутация здесь. Мы не какая-то однодневка. И это ведет нас к их финальному акту, их большой кульминации. Великий финал. Не говори, что они оставляют в подвешенном состоянии после всех этих приготовлений. Они так не поступят. Все ведет к классическому завершению. Запросить предложение и связаться с нами. Конечно, они делают все для вашего удобства. Именно. Они зацепили вас визуальными эффектами, убедили своим техническим жаргоном, а теперь дело за окончательным контактом. Это как идеально срежиссированная презентация. Но давайте отступим от маркетингового волшебства на секунду и поговорим в общем. Ладно, мне нравится твой подход. Что все это, весь этот глубокий анализ Notice и их империи по упаковке гранул, говорит нам о российской производственной сфере в целом? Ведь это не та отрасль, о которой мы часто слышим. Отличный вопрос. И я думаю, что Notice показывает нам, что инновации Могут появиться в самых неожиданных местах. Верно. Легко думать, что это ограничивается Кремниевой долиной или другими известными техноцентрами. Полностью согласен. Но вот у вас есть компания в Сибири, месте, которое мы обычно не ассоциируем с высокотехнологичным производством, и они не просто выживают, они процветают. Это как будто они говорят: «Эй, подвинься, Кремниевая долина, у Сибири есть что сказать». Но серьезно, что еще это говорит нам
нам о российском производстве помимо Ну, географии. это говорит мне, что Россия серьезно настроена отойти от экспорта только сырьевых материалов. Они хотят быть известными своими технологиями и экспертизой. Значит, добавляем ценность, а не просто поставляем базовые ингредиенты. Точно. И для этого нужны такие компании, как Notice, которые готовы инвестировать в исследования и разработки, которые стремятся создать все своими силами. Да, как их весь производственный Это цикл. не пустые разговоры. Они действительно вкладывают деньги. Абсолютно. И они не боятся конкурировать на мировом уровне. Они не просто хотят быть лучшими в России, они хотят быть лучшими в мире. И делают все это с деревянными пилетами. Кто бы мог подумать. Хорошее напоминание, что всегда есть чему учиться, что исследовать. И иногда в самых неожиданных местах можно найти самые захватывающие истории. Лучше и не скажешь. И на этой ноте мы заканчиваем этот подробный разбор, но я призываю вас продолжать размышлять, задавать вопросы, и кто знает, какие скрытые связи вы сможете обнаружить. Исследовать. До следующего раза.